Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим узор шахматы с платочным узором. Мы будем с вами рассматривать как вязание обратными рядами, так и вязание по кругу. Раппорт узора у нас составляет 10 петель, то есть один квадратик у нас 5 петель. Для вязания обратными рядами набирайте еще 2 петли кромочные. Итак, приступим. Первый ряд. Первый ряд у нас чередуется. Мы провязываем с вами 5 петель лицевых, 5 петель изнаночных. Итак, повторяйте: 5 лицевых, 5 изнаночных. И так до конца ряда: 5 лицевых, 5 изнаночных, 5 лицевых, 5 изнаночных. И, соответственно, мы заканчиваем с вами 5 изнаночными петлями и одной кромочной, которую я тоже провязываю изнаночной петлей. В изнаночных рядах все петельки вяжутся изнаночными, поэтому смысла нет показывать. Все знают прекрасно, как вяжутся изнаночные петельки. Я буду вам показывать только лицевые ряды. Итак, изнаночный ряд мы провязываем изнаночными петельками. Второй лицевой ряд. Мы его провязываем так же, как и первый лицевой ряд. То есть мы снимаем кромочную петельку, провязываем с вами 5 лицевых. Дальше вяжем 5 изнаночных петелек. Опять повторяем: 5 лицевых, 5 изнаночных. У нас с вами получаются вот такие изнаночные дорожки. Одна, вторая. Вот. Таких дорожек у нас должно быть 4 штуки. То есть этот ряд мы провязываем так же, как и первый ряд лицевой. 5 лицевых, 5 изнаночных, 5 лицевых, 5 изнаночных. Изнаночный ряд мы с вами провязываем изнаночными петельками. И таким образом мы должны с вами провязать 8 рядов, получается, вместе с изнаночными. Или 4 лицевых ряда. Ой, заболталась. Все, пошла вязать лицевыми. Последние мы заканчиваем с вами 5 изнаночных петелек и кромочная петля. Итак, мы с вами должны провязать 4 изнаночных дорожки. Раз, два, три, 4. Также и здесь. Раз, два. Изнаночные мы провязываем все изнаночные. Следующий лицевой ряд, он у нас повторяется. Провязывается точно так же. Встречаемся с вами, когда будет провязано 4 изнаночных дорожки. Мы провязали с вами 4 изнаночных дорожки. Теперь надо поменять местами. Там, где у нас были лицевые, мы провязываем изнаночные, а там, где были изнаночные, мы провязываем лицевые. То есть теперь первые 5 мы вяжем с вами изнаночных петель, вторые 5 лицевых петель. И так чередуем: 5 изнаночных, 5 лицевых, 5 изнаночных, 5 лицевых.
И заканчиваем мы 5 изнаночными петельками. Ой, лицевыми, простите, 5 лицевыми петельками. Пять лицевых провязываем в конце и 1 кромочная петелька. В изнаночном ряду все петельки провязываем изнаночными. Мы его пропускаем. Итак, следующий лицевой ряд мы провязываем так же, как и первый. То есть мы провязываем с вами 5 изнаночных, 5 лицевых, опять 5 изнаночных, 5 лицевых. И так мы должны с вами сделать 4 изнаночные дорожки. Теперь они будут у нас идти над лицевыми. То есть над лицевым квадратиком будет квадратик из платочной вязки. Встретимся, когда провяжем уже 4 дорожки. Мы провязали с вами 4 изнаночных дорожки. Раппорт узора нашего готов. Вот это раппорт. Итак, дальше мы продолжаем чередовать. Там, где у нас были изнаночные квадратики, мы начинаем вывязывать лицевые. Там, где у нас были лицевые квадратики, мы вывязываем изнаночные. Что касается вязания по кругу, тут тоже все просто. Так как у меня тут кромочные петельки, я ее уберу, то есть убавлю вместе со следующей петлей. Первые 5 петель мы с вами провязываем лицевыми. Следующие 5 петель мы провязываем изнаночными. И так чередуем. 5 лицевых, 5 изнаночных, 5 лицевых, 5 изнаночных. И заканчиваем мы 5 изнаночными петельками. Так как у меня здесь была кромочная, я ее провяжу вместе с предыдущей петелькой, изнаночной петелькой вместе. Итак, следующий ряд в вязании по кругу, да, у нас здесь замыкается круг. Так как мы вязали с вами обратными рядами, мы их провязывали полностью изнаночными петельками. Значит, в круговом вязании второй ряд мы провязываем с вами только лицевыми петлями. То есть все петли у нас идут по кругу лицевые. И так провязываем до конца ряда лицевыми петельками.
Итак, третий ряд. Третий ряд мы провязываем так же, как и первый. Мы провязываем с вами 5 лицевых петель. Дальше 5 изнаночных петель. Опять повторяем 5 лицевых, 5 изнаночных. Таким образом у нас получается тот же самый узор, просто вязание по кругу. Итак, мы провязываем 5 лицевых, 5 изнаночных. И следующий ряд у нас идет закрепочный. Закрепочный ряд, получается, в круговом вязании провязывается полностью лицевыми петельками. И так повторяйте до тех пор, пока у вас не наберется 4 изнаночных полоски. 4 полосочки провязывайте, закрепляйте все это лицевым кругом и меняйте местами. Там, где были лицевые квадратики, начинаете изнаночные квадратики. Там, где изнаночные были, начинаете лицевыми. В принципе, все просто. Вот такой узор получается. Всем спасибо.